Мы рады приветствовать вас на нашем новом канале «Унесенные веслами». Это наш первый ролик на этом канале, и по совместительству это еще и первый зимний сплав в нашей жизни. Зимой мы ни разу не ходили, поэтому сегодня рискнули выбраться на эту чудесную, классную речку под названием Истра. Мы немного нервничаем, поэтому нетипичная для нас красная жилетики с кармашками. Но есть и некие вещи, которые преследуют нас постоянно. Например, время старта. Планировалось сегодня начать около 11, в итоге время час дня. Так что не будем терять ни минуты, спускаемся на воду. Вот прямо вот сюда, в надежде выжить. Увидимся на воде. Так, первый. Пока все норм. Есть ли надежда? Тут вырисовывалась проблема в том, что царь в кроссовках. Ты будешь пробовать? Да. Крейзи. Не, ну я как-то аккуратненько сейчас заборчики там все дела. Ёп ты, царь, 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 царь. Я не знаю, что вы видели. Ну вот что видел я. Тихо, 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 тихо. О чем ты думал, дебил? Все, мы наконец на воде. Ну, было эпичное приключение со спуском. Но по-другому было никак, потому что я в зимних ботинках просто не влезаю в лодку. Вот, поэтому пришлось одеть кроссовки, а они совершенно не имеют никакого зацепа со льдом. Вот, поэтому спуститься на ногах, как спускался Дэн, было невозможно. Хорошо, что я все-таки пошел на цунамике, потому что у него нос немножко задран кверху. Если бы я бы шел сейчас на Риуте, он 100% бы нырнул вниз под дно, подплыл под каяком Дэна. Я бы хапнул воды тут в погреб очень много. Вот. В общем, все это, конечно, бесовщина, не делайте так. Зато куча впечатлений и, опять-таки, удача на моей стороне. Ты там не замочился? Нет. Только руку правую, но не сильно, и у меня там шерсть. Она греет и так и сяк. Ты не представляешь, насколько на тоненького это выглядело со стороны. То есть я вижу, ты тянешься за веслом, и у тебя каяк начинает соскальзывать. С Новым годом! Первый раз зимой сплав, такого еще не было. И мы долго ждали подходящую погоду. И до последнего сомневались, идти или нет, сможем мы или нет. Но все складывалось так, что идти надо, потому что сегодня просто идеальная погодка. Минус 2 градуса где-то. Сегодня был снег. Тут такие вот чудесные пейзажи. Посмотрите, на фоне какой величественный храм. Нам очень было важно, чтобы лежало много снега, чтобы были красивые пейзажи. И как будто сегодня вот именно тот день. И мы здесь, мы на реке, и мы безумно этому рады. У нас родилась мысль, что по льду было бы стартовать проще. Поэтому нужно проверить лед на прочность. Так. Ну, в принципе, проще бы не было, потому что он может крутануть этот лед. Не, ну виды просто бомба. Да. Очень красиво. Такой лесной участок реки, открытый. И какая-то быстрина с левой стороны. Вот смотри, следы какие-то. Бобер, наверное, кстати, он пост тащил. Вот, смотри, прям вдоль воды. А, они тут действительно есть. В большом количестве. Но я думаю, что это не бобер. Бобер-то он же плоский, он же будет это, пузом чертить будет, да. Тут как будто кто-то прыгал. Скорее.
Да, кто-то вот прям как будто к воде спускался. Заяц какой-нибудь. Забегает. Внезапная находка. Это похоже на матрас какой-то. Какие перспективы? Окупили поход, можно сказать, да? Давай, давай, давай. Урабатывай его. С Новым годом, давай веслами чокнемся. Бам! С Новым годом. Поставите на шаг. Нет, мы его забираем себе. Количество водников на этой реке просто зашкаливает. С Новым годом! С Новым годом! О, так, я тебя знаю. Ты из этих, из пластиков, да? Так, ну-ка давай знакомиться официально. Вот Мертесин, а? Сейчас одна речка такая Денис. работает. Сейчас мы матрас заберем и догоним вас наверх. Хорошо. Нас отвлекает от цели, но у нас все равно получится. Вот подонок. Давай, 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 тимплей, командная работа, работаем. Блин, ну вот его прижимает. Давай, 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 давай. Победа! Матрас освобожден. Сейчас мы будем его упаковывать. Вот тут снега тонна. Матрас, да? Да, хороший матрас. В виде сердца. Сколько ты мне нервов помотал, гад! Опа. Ну и все. Дэн, а теперь тебе надо вот эту лямку. Чисто как два бомжа. Сейчас два бомжа такие залезли в каяки, к людям пристают, какие-то неадекватные. На мосту там до людей докапывались. Дэн, тебе надо вот эту лямочку привязать ко мне на каяк. Работаем. Иду на вылет. А, стоять, ну-ка, иди сюда. А, Можешь? да? Слушай, ну таких находок летом не найдешь, да? Блин, что-то мы один пропустили. Да, кстати, до этого был еще один матрас, но мне показалось, что это лодка вообще была. Я на халяву тебе подарил эту возможность вставить сюда что-то из Technology. Я только что завязал, короче, узел мимо веревки. Технология! Ну, прекрасно. Можно, знаешь, эти речные прогулки продавать. Короче, ребята, если кто-то из вас вдруг собирается жениться и вам нужно провести интересную и незабываемую первую брачную ночь, вы знаете, к кому обратиться. Прозвучало как-то... Мы имеем в виду то, что мы матрас вам предоставим. Кстати, он немножко меня оттормаживает. Ну, это парашют. Парашют любви. Вернее, если на маленькой скорости, ты его не ощущаешь. Когда начинаешь гребать, то он... Парус такой. Да. Царь хочет отказаться от матраса любви. Я не предлагаю ему отказываться, я говорю, что мы его просто сдуем временно, пока любовь не появится. А если она не появится? Появится 100%. 3 hours later. У нас такой сплав пройдет. Давай пропорим его ножом. Его? Мы вот матрас добыли. Надувной в форме сердца. Посыпаем по ходу. Да? Посыпаем по ходу. Думаю, конец. О, какую-нибудь выгоду из него извлечь. А это варк? Это варк, да? Так. У нас тут товарищ купил тоже варк.
Вот прям такой же, красно-черный. Но он его еще не успел опробовать. Просто не погибнете. Там Вот как впечатление? Замечательно. Ну, в смысле, ты на нем и по бурной воде, да, прям? Короче, это единственное, что я на нем пока сделал. Съездил Ну. потренироваться. Как бы сидушка у нее такая не очень. Ну. Это нормально. Вот, да, у нас там товарищ тоже жаловался, что по сравнению с его прошлым покрафтом на Варге, типа, как будто сидуха такая не самая удобная. Там, так, чисто чтобы было. Пойду я догонять своих. Давай, удачки. Всю работу делаем. Ну ладно. Новым годом. Вон, крепи на меня. Да не, ну я зафиксировал как смог. Ну, как смог, так смог. Все. Весло мое надо забрать. Так, ты меня хочешь погубить? Я не хотел. Тут прям этот бурноводинг. Смотри, какой злой дом. Вот просто он так щурится на нас. Отрезай. Не уйдут. Да, блин, вот это вот, кстати, вообще необычно. Если бы ты плывешь и видишь какой-то многоквартирный район. Блин, это вот все равно, что мне кажется, знаешь, типа как кто-то другой проплывал бы через Обнинск, мы бы вот так вот из окон смотрели, как вот эти вот ребята наверху, и такие: господи, что, других рек, что ли, нет? Вы что, это помойку вообще забыли? Да. Это вот... Нету у нас, ребята, вот этого речного патриотизма. Я понял, как надо в воду Да. спускаться. Надо. Все оказывается просто, да. Такой у нас безлюдный участок попался, да? Интересно, они вот кто-то еще впереди нас плывет или... Не, мне кажется, вот эта вот вся группа, притом, знаешь, что самое интересное, они сами не знают, потому что я у каждого спрашивал: вы из сплавщиков? Типа, вы сплавщики там? Ну, название сплавщика, оно такое, да? Так, непонятно. Слабое. Да. Вы кто? Мы унесенные веслами. Ну, звучит. Вот звучит. Под тяжестью снега застыли леса, умолкли в пернатых ветвях голоса. Покорные реки замедлили бег, под толщей хрустальной найдя свой ночлег. Но ты словно зверь, не попавший в капкан. Ты режешь насквозь ледяной океан, срывая колючую наледь оков, питаясь теплом от земных родников. Над темной водою клубится туман. Ты выжила там, где замерз океан. Скользи черным шелком сквозь белую мглу, не зная покорности век.
смотри, раз парочка, два парочка. Вот у них период. Может быть. Главное, чтобы они не перепутались. На самом деле гребешь, аж жарко становится. Хочется снять шапку, но это ошибка новичка была бы. Сразу заболеешь. Вообще кайф. На самом деле было много переживаний по поводу, это же наш первый раз все-таки как-никак, когда мы на воду становимся зимой. Думали, замерзнем, перевернемся. Ну, по поводу перевернемся еще не вечер. Все может произойти, но дико комфортно сидеть, не холодно совершенно. Вот единственное, то, что вот непривычно, это то, что на тебе много одежды и спасик. Сковывает движение, ограничивает твою гибкость, эластичность, И ломает спину. ловкость. Ломает? Ломает. Ломает спину царю. На самом деле надо, мне кажется, просто вот какой-нибудь этот элквер взять. Ну, элквер, это вот эти вот всякие дешевые китайские сухари углюка, такой сухарь. Понял, да. Там, правда, по рассказам тех, кто заказывал, очень легко лохануться с размером, поэтому надо прям четенько его подбирать. Вот, и уже будет комфортно, потому что непонятно, как все-таки заходить в воду. Ну, да, это как бы у тебя нет права на ошибку. Потому что, ну вот условно у тебя нога там, вот я залезал, у меня нога бы соскользнула, да, и все. А вот вдалеке показался мост. Даже не вдалеке, в каких-то 200 метрах показался мост, на котором мы будем пытаться. да. Это на самом деле самое главное испытание этого похода. Потому что, хотя царь у нас красиво исполнил, на самом деле все так и было задумано. Но главный вопрос на самом-то деле, ребята, это как мы сейчас будем вылезать. Потому что ясности нет. Скоро увидим. А царь вообще у нас в скользких кроссовках. Ну вот он. Вот он наш мостик. Сейчас что-то будем думать. У меня идея на самом деле только одна. Попробовать туда с разгона влететь. У меня есть идея вернуться назад. Задача оказалась, как мы предполагали, не из легких. Непонятно, как вылезать, потому что вот по кромке берега вот такая вот ледяная корка. И вот. Ситуация, господа, мы скованы льдом. Ну, в смысле? Фу. Подожди, у меня единственная мысль, которая приходит на ум, это попробовать допробить с разгону. О, вот такая, короче, у нас история. Затолкался кое-как. Сейчас буду пытаться вылезти. Папа смог. Как всегда, аккумулятор разрядился в самый неподходящий момент. Интересно получить кадры спасения царя, который застрял во льдах. Поэтому царь мне сейчас отдаст все свои аккумуляторы и будет брошен здесь. Финал ролика мы вынуждены записывать на телефон, потому что все огромное количество аккумуляторов, которые у нас есть, приказали долго жить. Привет, GoPro! Привет, китайцы, делающие хреновые аккумуляторы. Операция по спасению царя продолжается.
Ну заходи в воду, помогай, что ты стоишь? Нет, Акелла промахнулся. Ладно, мы сейчас еще другой угол возьмем. Течение жесткое, да? Я не могу поворачивать в другую сторону. Каждый раз. Так, и что дальше? Интересно, он догадается или нет? Догадаться до чего? Я вам напомню, что я вышел. Нет, ну я могу оттолкнуться веслом от льда. Так, Я от земли. так. Вот, смотри, Ну вы мучаете инвалида спины. технология. Действие. Вот, тут я понимаю, мужчина. Все, дальше я своим ходом могу. Спасибо большое. Как-то так, друзья. До новых встреч. Ну, нет, на самом деле, я хочу сказать, что, несмотря на то, что у нас все камеры выключились, я думаю, что поход получился очень атмосферным и интересным. И у нас первый опыт, да, такой, вообще. И в принципе, первый, и он положительный. И первый новый ролик на новом канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Если вы уже ходили зимой по реке Истра, расскажите нам про свой опыт. В телеграм-канале. В телеграм-канале. Пока-пока. До конца смотрел поход, наводи на QR-код, новый сплав не пропусти.